Привет-привет! Надеюсь, на этот раз у меня получится снять видео. Буквально позавчера был концерт в соборе на Малой Грузинской, а сегодня мы около Англиканской церкви Святого Андрея. И, конечно же, снова концерт. И, конечно же, снова Рустам Еваев. На него сейчас, как мы помним, все надежды. Кто же, кроме него, иностранных артистов к нам по-прежнему не привозят. Сегодня 29 января 2021 год, и это мой второй концерт в 2021 году. И он пройдет в этой замечательной англиканской церкви с прекрасной акустикой, где очень уютно, тепло, кстати говоря, и хорошо слушать вокалистов. Сегодня не самая обычная программа для контртенора в программе «Лист». Что я скажу про «Лист»? Я скажу честно, наверное, никогда его особо и не слышала. Листа, ты Листа вообще раньше слушал? Ну, не у Рустама, у кого-нибудь? Конечно, да, любимый композитор. Ну, известен как-то у меня, наверное, такое самое яркое ощущение оставила Шпиллер Наталья Дмитриевна. В начале 90-х я комиссионные пластинки покупал. В комиссионных магазинах была такая форма знакомства с музыкой. И я купил пластиночки Натальи Дмитриевны Шпиллер, солистки Большого театра, любимицы Сталина. И на ней были вот один сонет Петрарки, «Как дух Лауры» был. Собственно говоря, сонет Петрарки тот же, который Рустам будет исполнять, только в другой редакции. Там сопрановая редакция, с оркестром она звучала. И вот да, меня вдохновила, запомнилась очень, да, Наталья Дмитриевна Шпиллер. И вот мы в зале. Стулья по-прежнему расставлены широко, но уже 50% аудитории запуска. О! А вот и Петя, привет! Ой, Петя. Звукооператор. Здесь, кстати, прохладно. То есть вот там тепло, натоплено, а здесь заходишь и прям сейчас в шарфик обратно закутаюсь. Кстати, большой орган, его уже сделали, и на некоторых концертах он звучит, но те концерты обозначены отдельно. Сегодня у нас все будет по-прежнему, электронный орган, и солист будет находиться внизу перед нами, а не наверху.
Вот и все. Концерт окончен. Мне очень понравилось. Очень интересная музыка, красивая, только грустная. Ну, Рустам, расскажи, как ты вообще выбрал Листа, необычный репертуар? Ну, дело в том, что Лист всегда был в моем репертуаре, вот, и я всегда очень его люблю и исполняю, если есть возможность такая, потому что я считаю, это потрясающий композитор, который для вокалиста, я считаю, очень необходим. Здесь он раскрывает разные краски, разные гармонии. Для вокалиста большая задача эти все краски, гармонии, звуковысотность, вот эта полетность передать в музыке. И сегодня звучала очень необычная, редко исполняющая музыка, как «Ава Мария», как «De Profundis Clamavi». То есть та музыка, которая редко очень звучит. И я очень счастлив, что эта музыка сегодня прозвучала. Ну и, конечно, 3 сонаты Петрарки – это божественная его музыка, «Лебединая песня», 2-я редакция, которая тоже очень редко звучит. Обычно мы слышим у вокалистов 1-ю редакцию, обычно мы слышим фортепианную транскрипцию в нескольких вариантах. А сегодня прозвучала 2-я редакция Ференца Листа, что мне очень тоже приятно. Скажи, а на русском языке так и задумывал Лист? Да. Дело в том, что Лист был в России, и его впечатлила поездка в Россию. И он вот на слова Лермонтова написал вот эту молитву «Гебет», которую я сегодня спел. У Листа есть еще фортепианная редакция усложненная. Я нашел ноты, вот его прям первая редакция для «Года странствия», у него есть еще там вся разукрашенная. Я вот нашел, где в этот раз мы споем это варианте, А Лист, когда в Москву приезжал, он играл, если я не ошибаюсь, Петра и Павла. Петра и Павла играл, да? Он там. Вообще это тема для этих экскурсоводов, которые сами водят по Москве, где кто был. Шуманы вообще все излазили всю Москву. И даже известных подъемникам были. Говорите погромче, я все записывала. Что я ориентируюсь. А теперь мы в кафе. Продолжение концерта. Там уже повесится. Если что. Любви, счастья, многие лета. И ждем вас на следующих концертах. Счастливо.